дорогие подписчики! Сегодня будем вязать вот такую собаку по просьбе одной из наших подписчиц. Она просила связать собачку и дракона. Пока выставляем мастер-класс собачки. Для вязания нам потребуются следующие материалы. Я использовала Гималая Вельвет, белую и черную пряжу. У меня ушел один моток белой пряжи и немного черной. Затем нам потребуется 2 крючка, 4,0 и 2,0. Для вышивания бровей, вот этих коготочков, нужна черная нить, и для ошейника красная. Холофайбер, глазки 16 миллиметров у меня, носик 13 миллиметров. Если у вас есть носик побольше, можете взять побольше. Приступим к вязанию. Сейчас мы будем вязать лапы. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. И во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем соединительный столбик. Первый ряд у нас готов. Берем маркер. У меня это контрастная нить. Делаем петлю подъема. Затем провязываем 6 прибавок. То есть сюда же вяжем прибавку. Прибавка — это у нас 2 столбика из одной петли. Одна прибавка готова. Дальше вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Это 6-я прибавка. Так, куда мы делаем соединительный столбик с вами? Вот здесь у вас остается одна петелька, потом идет петля подъема, и в следующую мы делаем соединительный столбик. Вот так получается. Начинаем вязать 3-й ряд. Сделали петлю подъема, сюда же провязываем 1 столбик. Следующую прибавка. Опять 1 столбик, прибавка. Так вяжем до конца ряда еще 4 раза. В конце делаем соединительный столбик. Я почти довязала до конца ряда. Опять у меня остается здесь одна петелька, потом идет петля подъема, и в следующую я делаю соединительный столбик. 3-й ряд закончен. Начинаем вязать следующий ряд. Петля подъема, затем провязываем комбинацию 2 столбика и прибавка. Сюда же провязываем столбик, в следующую столбик, затем прибавка 2 столбика из одной петли. Повторяем комбинацию. 1, 2 столбика, затем вяжем прибавку. Эту комбинацию повторяем еще 4 раза. И в конце делаем соединительный столбик. У нас по кругу 24 столбика. 5-6 ряд вяжем по 24 столбика. Делаем в начале ряда петлю подъема,
Затем провязываем 24 столбика. Из одной петли вяжем 1 столбик. 2 ряда вяжем самостоятельно. В конце каждого ряда делаем соединительный столбик. 7 ряд делаем петлю подъема, сюда же провязываем столбик, затем необходимо провязать еще 5 столбиков. Итак, от начала ряда у нас всего провязано 6 столбиков без накида. Теперь делаем 6 убавок. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем вместе. Передняя стенка одной петли, передняя стенка другой петли, и мы провязываем вместе. Так, 2 убавки у меня уже провязано. 3, 4, 5, 6. До конца ряда нам остается провязать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем соединительный столбик. Начинаем вязать 8 ряд. Делаем петлю подъема, затем провязываем столбик сюда же и еще 5 столбиков. Всего у нас от начала ряда провязано 6 столбиков. Далее делаем 3 убавки. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем вместе. 1 убавка готова. 2 убавка и 3. Затем до конца ряда нам остается провязать 6 столбиков без накида. Так, в конце делаем соединительный столбик. С 9 по 14 ряд провязываем без изменений по 15 столбиков в каждом ряду. Делаем петлю подъема, затем по кругу провязываем 15 столбиков. Из одной петли 1 столбик. В конце каждого ряда делаем соединительный столбик. Вяжем до 14 ряда включительно самостоятельно. Я довязала ножку, в конце ряда сделала соединительный столбик. И сейчас сделаю еще один соединительный столбик. То есть в конце делаем 2 соединительных столбика подряд. Один для завершения ряда, а второй для закрепления нити. Ниточку обрезали, вытащили. Таких ножек вам нужно связать 4. У меня они уже связаны. По желанию ножки можно набить холофайбером. Примерно до середины. Остальную часть можно заполнить при вязании тела. Начинаем вязать тело. Для тела набираем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И 1 петлю подъема.
Теперь во вторую петлю от крючка начинаю вязать столбики без накида. Всего нам нужно провязать 14 столбиков. Так, сейчас я поставлю маркер. Я установила маркер в том месте, где мы начали провязывать столбики без накида. И вот мой первый столбик. Далее вяжем по цепочке столбики без накида. Из каждой петельки вывязываем один столбик. Вяжем самостоятельно. Всего у вас должно получиться 14 столбиков. Теперь в последнюю петлю вяжем 3 столбика. 1, 2 и 3. По обратной стороне провязываем 13 столбиков без накида. Вот этот кончик ниточки сразу ввязываем. Так, 1, 2, 3. Вяжем еще 10 столбиков самостоятельно. В последнюю петлю вяжем 2 столбика. Затем делаем соединительный столбик. Вот наш маркер, над ним петелька расположена, в нее делаем соединительный столбик. Первый ряд мы провязали, вяжем второй ряд. Набираем петлю подъема и вяжем. Сюда же провязываем прибавку. 1, 2. Прибавка — это 2 столбика из одной петли. Далее вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем самостоятельно. Я провязала 13 столбиков от начала ряда. Так, теперь делаем 3 прибавки. То есть ваши прибавки должны находиться посередине ряда. Вот здесь. Даже не посередине, с краю ряда. Провязали мы 3 прибавки. Далее вяжем 13 столбиков без накида. Из каждой петельки провязываем столбик. 3, 4. Вяжем самостоятельно. Нам осталось провязать 2 прибавки в конце ряда. Первая прибавка. Здесь вторая прибавка и соединительный столбик. Мы закончили второй ряд. Начинаем вязать третий ряд. Сделали петлю подъема и вяжем 2 прибавки. Теперь 13 столбиков. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. 13 столбиков провязали. Теперь нам нужно провязать 6 прибавок. То есть из каждой петельки по 2 столбика. Так, я уже 2 прибавки провязала. 3, 4, 5,
6. Вот 6 прибавок есть. Теперь вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3. Вяжем еще 10 столбиков самостоятельно. 13 столбиков провязали. Теперь вяжем 4 прибавки. Первая. Вторая. Третья. И здесь четвертая. И делаем соединительный столбик. У нас по ряду 50 столбиков. Сейчас у нас будет 4-й ряд. В этом ряду у нас 6 прибавок. В этом месте и в противоположном. Этой петли нужно распределить так, чтобы вы от начала ряда провязали до 3 петель по центру и затем сделали 3 прибавки. Сейчас я скажу, сколько вышло у меня столбиков от начала ряда. Здесь в конце 3-го ряда мы сделали соединительный столбик, затем петлю подъема делать не нужно, просто продолжаем вязать. У меня получилось 21 столбик. Далее вяжем 3 прибавки. Три прибавки провязали. Теперь идем до этого места. То есть начинаем вязать дальше столбики без накида. Сейчас я скажу, сколько вышло у меня. У меня вышло 22 столбика. Затем вяжем 3 прибавки. 1, 2, 3. Затем 1 столбик без накида. Один столбик. Вот мы дошли до начала ряда. Сейчас у нас по кругу 56 столбиков. Сейчас я для удобства возьму контрастную ниточку. В 5-м ряду мы будем ввязывать ноги. Располагаться они у нас будут здесь, в этом месте и вот здесь. Вот здесь между ногами расстояние 6 столбиков. Из-за этого находим центр, отсчитываем в одну сторону 3 и в другую. То же самое делаем здесь. По этой стороне у нас будет расстояние 12 столбиков. Для наглядности я сейчас поставлю маркеры. Вы можете для удобства себе тоже поставить. Я установила цветные маркеры. То есть вот здесь у меня будут располагаться 2 ножки. Ввязывать будем только 5 петелек от ножки. С 5 петельками от тела. Вот здесь у нас начало ряда. То есть мы сейчас уже не успеем ввязать ножку. За это придется ввязывать в следующем ряду. Вяжем от места, где мы сейчас находимся, и до вот этого начала маркера. Я скажу сейчас, сколько у меня вышло столбиков. Я провязала 16 столбиков до нашего первого желтого маркера. Теперь берем одну лапку и начинаем ввязывать ее. Ввязываем 5 петель лапки с 5 петлями туловища. Лапку ставим перед нашим вязанием, вводим крючок в одну петельку, затем захватываем одну петельку туловища и провязываем их вместе. Опять петелька лапки, вторая петелька туловища, вместе провязываем. То же самое делаем со следующими 3 петлями.
петелька лапки, петелька туловища, провязываю вместе. И последняя петелька лапки, петелька туловища. Вот что у нас получилось в итоге. Теперь этот маркер можно убрать. Вяжем 6 столбиков без накида. Затем берем и ввязываем вторую ножку. Я провязала 6 столбиков, дошла до нашего второго маркера. Начинаем ввязывать вторую ножку. Берем, ставим ножку перед вязанием и цепляем петельку ножки, затем петельку туловища. 1, петелька ножки, петелька туловища, 2, 3, 4 и осталась последняя петелька. 5. Мы вязали вторую ножку. Далее вяжем по этой стороне до следующего маркера. У нас здесь должно быть 12 столбиков. Я провязала 12 столбиков, дошла до нашего третьего маркера. Берем третью ножку, также ставим перед работой, провязываем 5 петель ножки с 5 петлями туловища. Вводим крючок в петельку ножки, затем в петельку туловища. И провязываем вместе. Опять петелька ножки, петелька туловища. Это у нас уже 2 петли провязано. Три, 4, последняя 5. Мы вязали уже 3 ноги. Если вам что-то не нравится или ножка криво пришилась, то вы можете распороть 5 петель и вязать заново, чтобы ножки были повернуты в нужную сторону. Так, я третью ножку перевязала, потому что она мне немножко криво была вязана. Продолжаем вязание. Здесь у нас 6 столбиков. Провязываем без накида. Затем берем последнюю ножку и будем ввязывать ее. Так, 4, 5, 6. Все. Мы дошли до маркера. Берем последнюю ножку и ввязываем так же, как и предыдущие 3, самостоятельно. Мы вязали 4 ножки. Теперь ставим маркер и начинаем вязать. У нас по этой стороне должно быть 12 столбиков. Вот этот столбик мы использовали при ввязывании ноги. Из этого в следующий вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Начинаем ввязывать ножку. Вяжем 1, затем у нас здесь идет соединительный столбик, вот он, нужно его хорошо подтягивать, получается следующая петля должна быть здесь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик. 10. Затем вяжем по туловищу 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять переходим на ногу. Вяжем 10 столбиков. Так, вяжем до конца ряда самостоятельно. По ногам у нас должно быть здесь 10 столбиков. Спереди и сзади по 6 столбиков. И по бокам 12 столбиков. Я провязала до конца ряда. Сейчас у нас по телу 76 столбиков. То есть 4 ноги по 10. 2 стороны по 12 и 2 стороны по 6. Всего 76 столбиков. Начинаем вязать 7 ряд. Вяжем из каждой петельки по одному столбику. Нам нужно провязать 24 столбика. Провязали 24 столбика. Теперь делаем убавку. Поднимаем передние стенки двух петель. 1, 2. Провязываем вместе. Затем продолжаем вязать столбики без накида. Нам нужно провязать, сейчас скажу, 36 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Провязали 36 столбиков. Теперь делаем убавку. Поднимаем передние стенки двух петель и провязываем их вместе. Затем продолжаем вязать до конца ряда столбики без накида. У нас осталось 12 столбиков. Я закончила вязать 7 ряд, 8 и 9 ряд. Вяжем 74 столбика без накида. То есть провязываем без изменений из одной петли 1 столбик. Вяжем 2 ряда самостоятельно. Начинаем вязать 10 ряд. Вяжем 16 столбиков без накида. Из одной петли провязываем 1 столбик. Так, 1, 2, 3, 4. Продолжаем. Провязали 16 столбиков. Теперь делаем убавку. Поднимаем передние стенки двух петелек и провязываем их вместе. Затем вяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем. 13 столбиков провязано. Теперь опять делаем убавку. Поднимаем передние стенки двух петель. И провязываем их вместе. Затем нам нужно провязать 20 столбиков без накида. Из каждой петельки провязываем 1 столбик.
То есть вы должны дойти до вот этого места. 20 столбиков провязано. Теперь поднимаем передние стенки 2 петель, провязываем их вместе. Далее нам нужно провязать 13 столбиков без накида. 13 столбиков я провязала. Теперь делаем еще одну убавку. И нам остается провязать 4 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4. 10-й ряд закончен. Сейчас у нас по кругу 70 столбиков. Начинаем вязать 11 ряд. Вяжем 16 столбиков без накида. Из каждой петельки провязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. После 16 столбиков без накида мы делаем убавку. Поднимаем передние стенки 2 петель. Первую я взяла уже, подняла, вторая. И провязываем их вместе. Наша убавка готова. Далее вяжем 11 столбиков без накида. И еще раз делаем убавку. 11 столбиков провязано. Поднимаем передние стенки 2 петель. Первая. Вторая, и провязываем их вместе. Далее вяжем до следующей убавки 19 столбиков. После 19 столбиков делаем прибавку. Поднимаем передние стеночки, провязываем их вместе. Затем провязываем 13 столбиков без накида. Из одной петли 1 столбик. После 13 столбиков поднимаем передние стенки 2 петель и делаем убавку. И нам остается провязать 3 столбика без накида до конца ряда. 1, 2 и последний столбик 3. На этом 11 ряд закончен. По кругу у нас 66 столбиков. В 12 ряду вяжем 15 столбиков и убавка. Сначала делаем 15 столбиков, из одной петельки провязываем 1 столбик, а затем делаем убавку. Провязали 15 столбиков, поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем вместе. Далее вяжем 13 столбиков без накида и делаем убавку. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. Далее делаем одну убавку. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем их вместе. После убавки вяжем 15 столбиков без накида. Вяжем убавку, поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем их вместе. Затем вяжем 3 раза комбинацию 3 столбика убавка. 1, 2, 3. Опять делаем убавку.
Повторяем эту комбинацию еще 2 раза самостоятельно. До конца ряда нам осталось провязать 2 столбика без накида. Сейчас у нас по телу 60 столбиков. В 13 ряду провязываем 21 столбик без накида. Я уже провязала. Затем делаем убавку. Поднимаем передние стенки, провязываем их вместе. И затем продолжаем вязать столбики без накида в количестве 21. 21 столбик провязали. Теперь нужно сделать 8 убавок подряд. Поднимаем передние стенки 2 петель, провязываем вместе. Это одна убавка, вторая, третья. Вяжем самостоятельно еще 5 убавок. В 14 ряду провязываем 43 столбика без накида, затем делаем 4 убавки. Я уже столбики провязала, теперь делаем 4 убавки. 1, 2, 3 и 4. Игрушку наполняем холофайбером. Ножки наполняйте плотно, потому что игрушка у нас будет стоять на лапках. Так, в 15 ряду вяжем 41 столбик без накида, затем делаем 3 убавки. Я 4 столбика уже провязала, дальше вяжем самостоятельно. Я провязала 41 столбик и добавила еще 1 столбик без накида, то есть 42 столбика для симметрии убавок, то есть чтобы у меня убавки были вот здесь. Теперь вяжем 3 убавки. Первая убавка, вторая убавка, и на последней убавке у нас остается здесь 1 петелька, и 1 петельку мы берем с нового ряда. Третья убавка. Теперь обрезаем нить, оставляем длинный кончик, и мы сейчас будем зашивать тело. Вот так. Итак, у нас для головы должно остаться 20 петель. Я их отсчитала, вот так отметила. Теперь наш ряд закончился немного не на середине, поэтому мы вводим иголочку в самый конец, где будем сшивать вместе стороны. Итак, иголку продеваем за верхнюю полупетлю. Это моя нитка. С одной стороны и продеваем с другой стороны. Затем опять с одной стороны и с другой стороны.
и стягиваем. Вот таким образом делаем шов. Затем по мере пришивания тело нужно наполнять. Я зашила тело, так оно выглядит. Теперь начнем вязать нашу голову. Начинаем вязать голову. Набираем в первом ряду 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли начинаем вязать прибавку. Два столбика без накида. Два. В последний провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. По обратной стороне вяжем 3 столбика. 1, 2 и 3. Затем начинаем вязать второй ряд. Делаем 2 прибавки. Так, поставлю маркер. Так, 1. Две прибавки мы провязали. Теперь 2 столбика. 1, 2. Теперь вяжем 3 прибавки. 2 столбика. И в последний провязываем прибавку. У нас сейчас по овалу 16 столбиков. 3, 4 и 5 ряд провязываем по 16 столбиков. То есть 3 ряда вяжем без изменений. Из одной петли вывязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. В 6 ряду вяжем прибавку. Это 2 столбика из одной петли. Дальше вяжем 9 тройных прибавок, то есть 3 столбика из одной петли. Наша первая прибавка. Следующую вяжем 3 столбика. Это вторая прибавка, тройная. Опять 3 столбика. Третья прибавка, 3 столбика. Четвертая тройная прибавка. Вяжем еще 5 самостоятельно. 9 тройных прибавок я провязала. Теперь вяжем простую прибавку, то есть 2 столбика в одну петлю. И затем провязываем 5 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4, 5. Ряд у нас закончился. Сейчас у нас 36 столбиков по кругу. В седьмом ряду вяжем 36 столбиков без накида. То есть в одну петлю провязываем один столбик. Будьте внимательны, чтобы не пропустить петельки, где у нас находятся тройные прибавки. У вас по кругу должно выйти 36 столбиков. Вяжем самостоятельно. В следующем ряду вяжем 5 столбиков и прибавку. Эту комбинацию нужно повторить 6 раз. 3, 4, 5, прибавка. Прибавка — это 2 столбика из одной петли. Повторяем вязать эту комбинацию до конца ряда, то есть еще 5 раз. У вас по кругу будет 42 столбика. Вяжем 9 ряд. Комбинация 6 столбиков и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю прибавка. Эту комбинацию повторяем еще 5 раз. С 10 по 14 ряд вяжем 48 столбиков без накида. То есть 5 рядов провязываем самостоятельно. Каждую петельку 1 столбик. Так, мы поставили носик. Если у вас есть побольше, то лучше, конечно, использовать больше. Если носика нет, то можно его вышить. Глаза ставятся между 8 и 9 рядом. И продолжаем вязать еще 2 ряда по 48 столбиков. Начинаем вязать 17 ряд. Вяжем комбинацию 6 столбиков, убавка. Первый раз провязываем со мной, дальше 5 раз провязываем самостоятельно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем убавку. Поднимаем переднюю стенку первой петли, переднюю стенку второй и провязываем вместе. И эти 2 петельки тоже вместе. Вяжем эту комбинацию еще 5 раз. 18 ряд вяжем 5 столбиков, убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем убавку. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу 36 столбиков. 19 ряд вяжем 4 столбика и убавка. 1, 2, 3, 4. Делаем убавку. Эту комбинацию нужно повторить еще 5 раз. У нас по кругу 30 столбиков. 3 столбика и убавка. 1, 2, 3, убавка. Повторяем комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу 24 столбика. Голову наполняем холофайбером и вяжем 21 ряд. 2 столбика и убавка. Эту комбинацию повторяем еще 5 раз. У нас по кругу 18 столбиков. Вяжем 1 столбик и убавка.
Вяжем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу 18 столбиков. В следующем ряду вяжем 6 убавок. Голову хорошо наполнить заранее. Это у нас последний ряд. Затем будем стягивать отверстие, и голова наша довязана. Делаем убавку еще 4 раза. Я обрезала нить, вытянула ее, вдела нить в иголку. Теперь затягиваем отверстие. Вводим иголочку в полупетли и стягиваем. Эту процедуру проделаем до тех пор, пока у нас отверстие станет незаметным. Затем ниточку надо закрепить, вывести в другой части головы и обрезать. Вот. Я почти затянула. Закрепляем нить. И выводим ее в любом произвольном месте. Лишнее обрезаем. Вот такая голова у нас получается. Сейчас сделаем сразу утяжку. Начинаем делать утяжку. Заправили нить в иголку. Я буду вводить внизу головы. Выводим сбоку глаза, уголок, вернее, глаза. Вот так. Оставляем кончик, чтобы потом связать ниточки. Вводим в другой уголок и выводим иголочку в соседнем столбике. Затягиваем. Вот наш глаз затянулся. Связываем кончики нити. Теперь ту же самую процедуру проделаем другим глазом. Вводим иголочку, выводим в этом ряду, затем заводим в другой уголок глаза и выводим назад. Подтягиваем. Вот так выглядит наша мордочка после утяжки. Кончики связываем. Я свяжу на 2 узла. И затем ниточку нужно спрятать в голове. Берем иголку с черной ниточкой, вводим ее в любом произвольном месте, выводим выше на 2 ряда от глаза. Длина бровки у меня будет 1, 2, 3, 4 столбика. Затем выводим в противоположной стороне. Также отсчитываем 4 столбика. Так, 1, 2, 3, 4. И выводим уже там, где у нас должен быть рот и нос. Я вышила носик, то есть сделала вот эту перегородку. А в сторону у меня здесь идет 2 столбика, и в эту сторону 2 столбика.
Затем вывожу ниточку в месте, где я ее вводила. Связываем кончики и прячем голову. Уши и хвостик я буду показывать, как вязать на обычной пряже. Уши вы вяжете из черной плюшевой пряжи, а хвостик вы вяжете из белой плюшевой пряжи. Почему я решила выбрать акриловую пряжу? Потому что на видео не видно будет, где я провязываю столбики. И чтобы вам было легче разобраться, я решила взять обычную пряжу, чтобы хотя бы петельки вы смогли разглядеть. Так, начнем вязать пока уши. Вам нужно взять черный цвет пряжи. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Я делаю кольцо амигуруми обычным стандартным способом. Вы набираете 2 воздушные петли и вяжете во вторую петлю от крючка 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду вяжем 1 столбик, прибавка. Первую петельку вводим крючок, провязываем 1 столбик. Следующую прибавка, то есть 2 столбика из одной петельки. Эту комбинацию повторяем еще 2 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Наш второй ряд закончился. Теперь начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду нам нужно сделать комбинацию 3 раза, 2 столбика и прибавка. 2 столбика, 1, 2 и прибавка. Опять 2 столбика, прибавка. И последний раз. Два столбика, прибавка. Мы провязали третий ряд, у нас по кругу 12 столбиков. Начинаем вязать четвертый ряд. Вяжем 3 столбика прибавка 3 раза. Один, 2, 3. Теперь прибавка. Один, 2, 3. Прибавка. 1, 2, 3. Прибавка. В пятом ряду вяжем 15 столбиков по кругу.
из каждой петли 1 столбик. Я думаю, с этим вы справитесь самостоятельно. Встречаемся после 15 столбиков. Я провязала 15 столбиков в следующую петлю, то есть где у нас начинается ряд, делаем соединительный столбик. Вот. Затем разворачиваем наше вязание и провязываем назад 7 столбиков. Вот эту петельку пропускаем, в следующую вяжем 7 столбиков, то есть по порядку 1, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем делаем соединительный столбик. Опять разворачиваем наше вязание и вяжем. Вот эту петельку пропускаем, следующую вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь у нас 7. 7. Вот мы теперь находимся, где начало нашего ряда. Первая петелька у нас будет находиться там, где сейчас у меня стоял маркер. Начинаем провязывать. Первый столбик я провязываю вот сюда. Затем, так, чтобы видно было, вот, получается, это первый столбик снизу, а предыдущий был между верхними и нижними столбиками. Так, я провязала 2, дальше 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее смотрим. Я провязала 8. Теперь я нахожусь здесь. Переходим на верхнюю петельку. У нас там должно быть 7 столбиков. 9 столбик я провязала, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Наш 6-й ряд закончен. С 7 по 9 ряд вяжем по 15 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно из одной петли 1 столбик. То есть вы будете просто вязать по кругу. Ничего добавлять и убавлять не нужно. Я провязала 9 рядов. Вот такое ушко у меня. Оно вот так загибается. Теперь вам нужно провязать еще 2 петли смещения. 1 и 2. Вот. Это необходимо, чтобы мы оказались посередине ушка этого. Теперь мы будем его вместе провязывать за обе стенки. Нам нужно провязать 7 столбиков без накида за обе стороны нашего ушка.
Я думаю, в этом ничего сложного нет. Провязывать вы уже умеете вместе. И в конце нужно нить обрезать. Кончик должен быть длинный, чтобы ушко потом пришить к голове. Сейчас я покажу, какое у меня ушко получилось из плюшевой пряжи. У вас должно получиться примерно такое же. Ушко мое готово. Вам осталось обрезать нить. Кончик оставляйте длинный для пришивания. Свяжем хвост. Набираем 4 столбика в кольцо амигуруми. Поскольку мы сейчас вяжем акриловой пряжей, то сделаем кольцо амигуруми как обычно. Из плюшевой пряжи вы делаете 2 воздушные петли и начинаете провязывать 4 столбика во вторую петлю от крючка. Итак, первый ряд связан, вяжем второй. Первый столбик, второй, прибавка, и последняя петелька в этом ряду, провязываем 1 столбик. В третьем ряду вяжем 5 столбиков без накида, то есть без изменений провязываем. Один, следующую 2, 3, 4 и 5. Эту детальку надо вывернуть. Я вывернула свою детальку. Теперь вяжем 2 столбика и прибавка. Так, 1, 2 столбика, затем в следующую петлю делаем прибавку. То есть из одной петли провязываем 2 столбика. Далее остается до конца ряда еще 2 столбика провязать. 1, 2. Мы закончили наш 4-й ряд. С 5 по 7 провязываем по 6 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно из одной петли 1 столбик. Я провязала 7-й ряд. Теперь что я делаю? В следующую петлю делаем соединительный столбик. Вот так. Затем разворачиваемся и вяжем 3 столбика. Без накида. Так, 1, 2, 3. В следующую петлю соединительный столбик. Соединительный столбик. Затем мы опять разворачиваемся и вяжем в обратную сторону 3 столбика без накида. 1,
2, 3. И затем опять вяжем по кругу 6 столбиков без накида. То есть вот наше начало ряда. Надеюсь, видно. 1, 2 и 3 столбик. Это было 3 столбика снизу. Теперь переходим на верхние 3 столбика. 4, 5, последний 6. У нас по кругу выходит 6 столбиков. Вяжем по 6 столбиков без накида еще 7 рядов самостоятельно. Я провязала пока что 4 ряда. Видите, хвостик вот так изгибается. Вы довязываете еще 3 ряда, и затем эту детальку нужно сложить пополам вот таким образом, то есть хвостиком на себя, и провязать 3 столбика без накида. Затем пришивается этот хвостик к телу. Для ошейника я набрала 45 петель воздушных из обычной акриловой пряжи. Затем во вторую петлю от крючка начинаем провязывать столбики без накида. 1, 2. Таким образом вяжем до конца, и наш ошейник будет готов. Надеваем ошейник на собаку и сшиваем кончики. Для вязания пятнышек набираем 6 столбиков кольцо амигуруми. Делаем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затем делаем соединительный столбик. Вот наше пятнышко готово. Отрезаем ниточку, вытягиваем ее. Теперь вводим крючок в следующую петельку, вытягиваем нить на изнаночную сторону. Вот эти 2 кончика нужно связать вместе. Я завяжу на 2 узелка. Вяжите необходимое количество пятнышек и пришивайте их обычными нитками. Наша собачка уже будет готова. Вышьем коготочки на ножках. Вводим иголку в произвольном месте. Затем опускаемся на 2 ряда вниз. Затем я отсчитываю 2 ряда в бок. Далее поднимаемся на 2 ряда вверх и 2 ряда в бок. И затем опускаемся на 2 ряда вниз и выводим
в том месте, куда вводили иголочку. Вот такую процедуру нужно повторить со всеми 3 лапками. Кончики связывайте, прячьте внутри ножки. Все, моя собачка готова. Вот такой далматинец у меня получился. Надеюсь, у вас получится такой же результат. Я также связала вот такую собачку. В принципе, она вяжется похоже. Отличаются ушки, цветовая палитра, хвостик. Если вам нужен мастер-класс и на эту собачку, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!